Всем привет! Это Александр и канал «Читаем для вас». Прочитал книгу легендарного Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и сделал на нее обзор. Он будет содержать не все, но самые важные рекомендации и примеры книги. На книгу будет два варианта обзора. Вы смотрите первый вариант обзора. Книга по блокам, навык второй, начинайте, представляя конечную цель. Бывает так, что человек попадает в ловушку активности, изо всех сил карабкаясь вверх по лестнице успеха. И только по итогу этого восхождения он понимает, что лестницу приставили не к той стене. Наша занятость не то же самое, что и наша эффективность. Стивен Кови сравнивает первый навык с осознанием человека своей роли программиста, а второй навык, автор 7 навыков высокоэффективных людей, сравнивает с написанием программы. Кови приводит в пример строительство дома. Если мы строим дом для большой семьи, то мы представляем дом с соответствующим количеством комнат, столовой, гостиной, с двориком, в котором смогут играть дети. Затем замысел превращается в проект. И только после этого начинается работа над физическим творением, самим домом. Чем четче мы определили образ будущего дома, тем меньше дорогостоящих изменений необходимо будет вносить в процессе строительства. Автор 7 навыков высокоэффективных людей в своей книге делает много ссылок на экспертов. Ссылаясь на Питера Друкера и Уоррена Бенниса, он напоминает читателям, что суть управления заключается в том, чтобы делать что-то правильно, а суть лидерства, чтобы правильно выбрать то, что нужно делать. От управления зависит скорость подъема по лестнице. Лидерство определяет, к той или стене приставлена лестница. Начинать представлять конечную цель Стивен Кови рекомендует с осознания своего жизненного предназначения. Это понимание и того, к чему вы стремитесь, и того, где вы находитесь в данный момент. В определении жизненных приоритетов Стивен Кови выделяет 4 важнейших аспекта. Первый из них – внутренняя безопасность. Это ощущение собственной значимости, эмоциональная устойчивость, сила личности. Второй аспект – внутренняя ориентированность. Это внутренняя система взглядов, поясняющая, что происходит вовне. Это стандарты, управляющие процессом принятия решений. Мудрость – третий аспект. Широкий взгляд на жизнь, понимание того, как между собой взаимодействуют различные принципы. Последний, четвертый аспект – власть. Сила и потенциальные возможности что-либо совершать. Жизненная энергия, позволяющая делать выбор и принимать решения. Стивен Кови рекомендует не ставить в центр приоритетов работу или обладание чем-либо, или удовольствие, друга или врага, или самого себя, и даже приводит убедительные аргументы, которые я не стал помещать в этот обзор. Но при желании вы можете ознакомиться с этими аргументами, прочитав главу о втором навыке целиком. Что же рекомендует автор поместить в центр? Принципы обеспечивают человека внутренней безопасностью, ведь они не меняются и на них можно положиться. Принципы ни на что не реагируют. Они не сердятся и не начинают обращаться с нами по-другому. Они не станут с нами разводиться. Они не предлагают нам скоропалительных выводов. Они не зависят от поведения и капризов других людей. Принципы не умирают, не горят в огне, их невозможно украсть. Жизнь, в центре которой находятся принципы, характеризуется внутренней ориентированностью и мудростью. Их источником является точное представление о том, что есть, что было и что будет, куда мы хотим дойти и как лучше туда добраться. Власть в этом случае – это сила, наделенного самосознанием, знающего и проактивного человека. Один из способов формулирования собственных принципов – формулирование утверждающей установки. Она должна иметь 5 основных аспектов – личностность, позитивность, использование глагола в настоящем времени, визуальность и эмоциональность. Автор приводит такой пример утверждающей установки. «Мне доставляет большое удовлетворение то, что я с мудростью, любовью, стойкостью и самообладанием реагирую на проступки своих детей». Эмоциональность, личностность, позитивность, настоящее время. И эту установку достаточно легко представить визуально. Каждый человек в своей жизни играет несколько ролей. В частности, автор описывает свои роли личности, мужа, отца, преподавателя, бизнесмена. Для формулирования вашей собственной миссии и ваших долгосрочных целей Стивен Кови рекомендует определиться с вашими ролями. После необходимо задать себе вопросы. Чего вы хотите добиться в этой роли? Какими ценностями вам нужно руководствоваться?
К чему вы стремитесь? Что для вас важно? В качестве примера Кови приводит миссию и ценности одного своего знакомого. Миссия – жить честно и позитивно влиять на судьбы других людей. Для ее исполнения я обладаю милосердием. Я люблю людей, независимо от того, в какой ситуации они находятся. Я способен на самопожертвование. Я посвящаю свое время, способности и ресурсы реализации своей миссии. Я способен оказать влияние. То, что я делаю, изменяет жизни других людей. В исполнении моей миссии приоритетными являются следующие роли. Роль мужа. Моя жена – самый важный человек в моей жизни. Мы вместе взращиваем плоды гармонии, трудолюбия, милосердия и процветания. Роль отца. Я помогаю своим детям радоваться жизни и жить с радостью. Роль сына. Я всегда рядом, всегда готов прийти на помощь. Роль проводника перемен. Я выступаю катализатором прогрессивных изменений в больших организациях. Автор рекомендует формулировать цель как результат, а не как действие. Цель должна определять конечную точку пути и давать возможность в процессе ее достижения определить, где вы находитесь в данный момент. Стивен Кови предусмотрел практику и в рамках второго навыка. Из всех активностей мне особенно понравились 4. Все практики, рекомендации и примеры можно найти в самой книге. Прочитайте ее полностью. Первая практическая рекомендация, которая мне понравилась и которую я выполнил сам – составьте список своих ролей. Рекомендация вторая. Запланируйте время, чтобы начать работу над составлением положений своей личной миссии. Третье. Начните подбирать цитаты и идеи, делать выписки, которые могут пригодиться вам при написании вашей личной миссии. Выполняя эти задания, я сосредоточился на миссии, в исполнении которой приоритетно 4 роли. Четвертая рекомендация. Поделитесь сутью второго навыка с близкими вам людьми. Из роли зрителя канала вы уже сейчас можете повлиять на его дальнейшее развитие. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь с теми, кто вам дорог, этим видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!